Дорогие друзья, мы решили снять для вас новый фильм. Новый фильм об Айн Рэнд. Вы можете спросить, зачем? Дело в том, что 6 лет назад вместе с моим коллегой из США, с Андреем Знаменским, мы сделали документальный фильм «Петербург. Айн Рэнд». Но теперь назрела потребность сделать новую версию. Михаил, как ты считаешь, зачем нам нужен новый фильм? Ну, во-первых, это просто правильный ход с точки зрения маркетинга. Надо регулярно находить поводы напоминать о себе. Ну и кроме того, за эти 6 лет многие различные исследователи добыли много новых, интересных, важных фактов, связанных с жизнью Айн Рэнд в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. И на сегодняшний день понятно, что отдельные утверждения, часть информации, изложенной в фильме 6-летней давности, она просто не соответствует действительности, к сожалению. В общем, поскольку такие исследователи, как Крис Бара, Павел Соловьев, Михаил Кизилов, Людмила Никифорова, наш Михаил Кравцов. Айн Рэнд, спасибо, которым я руковожу, успели провести достаточно большой объем архивных, исторических изысканий за прошедшее время. И информация, которую мы можем сейчас донести, она, в общем, уже научно обоснована. Я думаю, что причин снять фильм как минимум 2, достаточно весомых. Я с тобой полностью согласен и хотел бы еще отметить, что 6 лет назад мы с тобой, если были знакомы, то исключительно шапочно. А за последние 4 года мы вместе с Михаилом провели в доме Айн Рэнд огромное количество мероприятий. И благодаря деятельности Михаила, благодаря деятельности тех, о ком он говорил, мы действительно знаем гораздо больше. К сожалению, ваш покорный слуга действительно в фильме 6-летней давности совершил несколько ошибок, и их необходимо исправить для того, чтобы у вас была корректная информация, теперь уже полностью подтвержденная архивными исследованиями. Но у меня еще один вопрос в связи с тем фильмом, который мы делаем. На твой взгляд, зачем современному человеку читать Айн Рэнд? Ну, всегда полезно читать умные, интересные и длинные книжки, даже если ты с ними не согласишься. Но книга — это такой способ обмена мыслями, который, наверное, больше всего заставляет человека задуматься и сформулировать что-то свое. А что касается конкретно Рэнд, мы, в общем, на сайте фонда сформулировали свою задачу как мы хотим, чтобы каждый человек стремился к своему собственному счастью, думая своей головой. И поэтому надеемся, что книги Рэнд ему в этом помогут. Да, Михаил, я с тобой полностью согласен и хотел бы добавить, что, на мой взгляд, процитируя Айн Рэнд, можно сказать, что мы живем в век морального кризиса. И в этом смысле книги Айн Рэнд, и художественные произведения, и философские, дают нам пищу для того, чтобы применять разум для понимания нашей действительности. Этого очень часто не хватает. Мы находимся с вами на берегах Невы, в Петербурге. Мы намерены снять хороший фильм, который понравится вам и который заставит вас больше узнать об объективизме, о художественных произведениях Айн Рэнд и о том, что здесь сделала Айн Рэнд, когда жила. Я, кстати, еще 2 повода снять фильм вспомнил. У нас, во-первых, завтра, 2 сентября, день Атланта, книги. Atlas Shrugged Day, да, книга начинается в этот день. А во-вторых, зимой исполняется 120 лет Алисе Зиновьевне, Айн Рэнд, поэтому, я думаю, это прекрасный подарок на юбилей. Ну что, поехали? Мы находимся с вами на Московском проспекте 42. Это культовое место, по крайней мере, должно быть культовым, потому что за нашей спиной находится здание по Московскому проспекту, дом 42, где родилась Алиса Розенбаум. То есть именно с этого места начинается ее судьба, ее история и философия объективизма. Без этого места все это было бы совершенно невозможно.
Мы точно знаем, что с 1904 года по 1908 семья Алисы жила в этом доме. У них была аптека на втором этаже, и там же на втором этаже была их квартира. И именно в этой квартире родилась Алиса Розенбаум. Она родилась 20 января 1905 года в том здании, которое находится за спиной. Что самое интересное, в этом же здании в то же самое время была конспиративная квартира у большевиков. И в этой квартире бывали и Джугашвили, он же Сталин, и Ленин. И, по всей видимости, они могли даже пересекаться на лестнице, которая ведет на Московский проспект. В этом месте также есть уникальная табличка. Если зайти внутрь гостиницы, вы можете найти информацию о том, что здесь родилась Айн Рэнд, и она жила в этом доме. Я хотел сказать два слова об архивных сложностях, которые встречали нас при поиске информации о местах Айн Рэнд в Санкт-Петербурге. В частности, вот этот адрес, Московский 42, он был, наверное, самым сложным. Начать можно с того, что даже это единственный адрес, по которому изменился номер дома. Дореволюционный был Забалканский 40. Считаю необходимым добавить к тому, что сказал Павел, что 20 января – это дата по старому стилю. Мы все-таки сейчас отмечаем 2 февраля, и в американских документах Айн Рэнд дата рождения была записана 2 февраля. В чем заключалась сложность? В дореволюционной России в многоквартирных домах почтовый адрес указывался с точностью до дома. Дальше считалось, что почтальон находит адресатов, в общем, сам знает, где кто живет, ему помогает дворник. Ни в каких документах квартирный адрес не указывался. Нам, поскольку фонд ставит задачу, в общем, увековечения памяти Айн Рэнд, одну из своих задач увековечения памяти Айн Рэнд в Санкт-Петербурге, было интересно точно определить все-таки квартиры, в которых жила Рэнд вместе с семьей, Алиса Розенбаум здесь. И вот по зданию Забалканский 40, Московский 42 как раз были такие достаточно большие проблемы, потому что здесь на самом деле аптека работала с 30-х годов до примерно 2000 года, но она находилась на первом этаже на углу. Здесь было непонятно, по выпискам из домовых книг, вообще жила ли здесь семья в 905 году, когда Айн Рэнд родилась. В общем, я не буду сейчас углубляться во все подробности поисков. Вы можете на YouTube-канале нашего фонда Айн Рэнд посмотреть целое видео, которое мы сняли по результатам архивных изысканий. Ну, собственно, мою лекцию. Есть на сайте фонда статья, она, правда, на английском языке, которая была опубликована в Journal of Ayn Rand Studies, снова вот по результатам этих двухлетней работы в архивах. Кому интересно, советую посмотреть там. Ну, в общем, вот, да, мы точно знаем, что на 2 этаже было объединено 2 квартиры в стороны от угла. И в квартире окнами на нынешний Клинский проспект она выходила на рынок. Вместо сада Олимпия тогда был рынок. Здесь находилась аптека, а окна, которые идут от угла по Московскому проспекту, это жилая часть, квартира. И именно за одним из этих окон Айн Рэнд родилась почти 120 лет назад. В январе будем отмечать 120-летие. Пришло время для самого главного места в нашем сегодняшнем повествовании. Мы находимся с вами на площади Восстания, ранее Знаменской площади, и прямо за моей спиной находится главное место, связанное с Айн Рэнд, и единственное место до сих пор в России, где есть табличка. На этой табличке можно найти информацию о том, что в этом доме жила Алиса Розенбаум, более известная как Айн Рэнд, с 1908 года до 1918 года, а также с 1921 года по 1922. Это уникальное место, потому что мы точно знаем, что на 2 этаже находилась аптека отца Айн Рэнд, Зиновия Захаровича. И эта аптека пользовалась большой популярностью. На 2 этаже находилась не только аптека,
но и жила сама семья Розенбаум. Надо сказать, что, будучи евреями, они смогли достичь феноменальных успехов и имели квартиру в самом центре Петербурга, в самом центре империи. Кроме того, мы знаем, что на 3-м этаже жила семья родственников Алисы Гузарчиков. И, по всей видимости, после того, как они вернулись из Крыма, и когда заселили в их помещение какого-то пролетарского художника, который должен был писать лозунги на заборах, они потеряли и свое жилье, они потеряли свою мебель. Им приходилось ютиться на тех метрах, которые все-таки были за Гузарчиками. Почему это важное место в сегодняшнем повествовании, важнейшее? Потому что благодаря Михаилу Кравцову, благодаря группе компании Colway на протяжении последних уже 4 лет мы практически ежемесячно проводим мероприятия, связанные с творчеством Айн Рэнд. Это лекции, семинары, конференции людей, которые посвятили свою жизнь, ее биографии, ее философии, ее романам. У нас выступали как те люди, которые писали о Рэнд-биографии, в частности, Михаил Кизилов, автор замечательной биографии в серии «ЖЗЛ». У нас выступали люди, которые специализируются на исследовании Айн Рэнд и русской литературы, например, Анастасия Григоровская. У нас проводилась конференция «Капитализм и свобода», и без Михаила Кравцова и всех людей, которые участвуют в этом проекте, это было бы совершенно невозможно. Мы очень надеемся, что в скором времени сможем создать здесь музей. Мы давно об этом мечтаем, потому что наш город достоин того, чтобы здесь был музей не только Достоевского, не только Набокова, не только Бродского, но и музей Айн Рэнд для мировой культуры, для мировой экономики, для мировой философии. Вообще для любого образованного человека Айн Рэнд – это очень важная фигура. И если ее жизнь, часть ее жизни была связана с этим замечательным городом, то наша обязанность состоит в том, чтобы вернуть память о ней тем, кто здесь живет, а также гостям города. Петербург, мне кажется, это идеальное место для того, чтобы стать одним из центров объективизма. Мы находимся с вами в самом центре Петербурга, на улице Рубинштейна. Прямо за моей спиной находится главная магистраль Санкт-Петербурга – Невский проспект. И мы не случайно находимся именно здесь, потому что вот в этом здании желтенького цвета на 3-м этаже находилась в свое время квартира дедушки и бабушки Айн Рэнд. Это Невский проспект, дом 74. Сюда еще семейство Каплан приехало в 80-е годы 19 века. Они достаточно успешными были предпринимателями. Дедушка Борис занимался тем, что готовил одежду для военных, в частности для офицеров. И вы можете оценить масштаб их богатства. Приехав из Брест-Литовска, они смогли позволить себе квартиру, которая полностью покрывает 3-й этаж. Эркеры – это тоже их квартира. И самое удивительное состоит в том, что именно на 3-м этаже самый высокий потолок. Это говорит о том, что семья была довольно зажиточной, и дедушка и бабушка могли позволить себе побаловать свою внучку. Алиса, и мы знаем это совершенно точно из биографических исследований, не раз посещала своих родных. В этом доме она слушала музыку, она впервые познакомилась с тем искусством, которое ее воодушевляло. Она любила джаз, она любила простенькие американские песни, но для нее это было знакомство с настоящей свободой. Ее мама говорила, обращаясь к Алисе: «У тебя такой замечательный ум, но почему такой ужасный вкус?» Рэнд считала, что на самом деле ее любовь к простой музыке, к развлекательной музыке, она соответствует ее философии, индивидуализму, и эгоизму и стремлению к личному удовольствию. Отсюда она ходила в кино. Она не только впервые услышала патефон, и патефон тогда был огромной редкостью, один из первых был именно у семьи Каплан, но она ходила в Паризиан, в Колизей, она ходила в кинотеатр, который теперь называется «Аврора». Она впервые там увидела голливудские картины, воодушевилась этими картинами. Видела картины Сесиля де Миля, который через буквально 10 лет станет ее коллегой. Она будет работать вместе с Сесилем де Милем в Голливуде. Тогда еще она не могла себе и представить, что она из никому неизвестной девочки, живущей в Петербурге, станет сценаристом, станет очень влиятельной фигурой. Вначале в кинематографе за экранизацию ее романа
источник будут бороться различные киностудии, но и она станет выдающимся, конечно же, писателем. Ее романы будут читать и в Америке, и по всему миру. И именно с этого дома начинается увлечение Айн Рэнд музыкой, увлечение кинематографом. Она смотрела огромное количество фильмов еще до возникновения IMDb, ставила рейтинги. По всей видимости, за те годы, что она жила в Петербурге, она смогла составить себе представление о том, что такое кинематограф. И написала здесь первые свои 2 книги. Первые книги Айн Рэнд были написаны на русском языке. В 1925 году по заказу она написала книгу о Поле Негри. Это польская актриса, которая уехала из Польши в США и добилась там феноменальных успехов. Рэнд как бы транслировала на этот образ свои собственные мечтания. И вторая книга, связанная с историей Голливуда. Голливуд казался для Айн Рэнд пределом мечтаний. Она мечтала побывать в этом городе, и эта мечта осуществилась. Поэтому мечтайте, и ваши мечты рано или поздно будут реализованы. Мы находимся с вами на Дмитровском переулке, 16. Это последнее место обитания Алисы Розенбаум в своей стране. 17 января 1926 года из этой арки вышла Алиса Розенбаум, отправилась на Николаевский вокзал и покинула страну. Больше она никогда сюда не вернется. С этим домом связан очень важный период в жизни Алисы Розенбаум. Дело в том, что возраст с 17 до 21 года прошел именно в этом доме. Она жила с 1922 года до 1926. Мы знаем, что 20 августа 22 года здесь были зарегистрированы и поселились ее родители, и Зиновий, и Анна. Кроме того, здесь были и другие родственники. В частности, ее дедушка Борис жил здесь до 1930 года. Также и родители Айн Рэнд жили здесь до своей кончины. Айн Рэнд вспоминала, что это было наиболее важное место, где она набиралась ума. И, как вы понимаете, 22-26 года, времена НЭПа, были очень важными для России. Соответственно, Айн Рэнд, с одной стороны, проводила здесь время в довольно депрессивном состоянии, а с другой стороны, именно здесь она приняла решение о своем отъезде. Она уже приняла решение, что будет заниматься кинематографом. Она получила приглашение от родственников из Чикаго. И, накопив $300, Айн Рэнд отправилась на Николаевский вокзал и навсегда покинула страну. Мы находимся в самом центре Петербурга, на нынешней площади Восстания, а ранее на Знаменской площади. Именно с этим местом связано огромное количество событий в жизни самой Айн Рэнд, а также огромное количество событий в романе «Мы живые», в автобиографическом романе также происходят на этой площади, на Знаменской площади, откуда открывается вид на дом, в котором они жили, на Невском проспекте 120. Отсюда же открывается вид на Московский вокзал, нынче это Московский вокзал, а в свое время Николаевский вокзал. И это очень важное место, потому что именно на этот вокзал прибывает Айн Рэнд после того, как они бегут вначале из Петербурга в Крым, а потом возвращаются обратно в Петербург, возвращаются в Петроград. И Айн Рэнд описывает, что первое впечатление было, когда она попала в знаменитую столицу, очень любимую ей. Это то, что висели грязные красные полотна, на которых было написано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», а рядом была подпись «Осторожно, ТИФ», «Осторожно, вши». И огромная вошь была изображена на плакате. Этот плакат очень хорошо иллюстрирует ту разруху, которая была в тот момент, когда Айн Рэнд вынуждена была вернуться вместе со своей семьей в ее родной город. Это произошло в 1921 году. Кроме того, этот вокзал важен с точки зрения дальнейшей судьбы Айн Рэнд. Она, как известно, прожила здесь до 1926 года, я имею в виду в этом городе. И 17 января 1926 года она с Дмитровского переулка 16 направляется на этот вокзал. Ее провожает отец, ее провожают родные. Она произносит свою знаменитую речь о том, что она уезжает, но обязательно вернется, и вернется знаменитой. В нее очень сильно верил ее отец Зиновий и вложил оптимизм и предпринимательскую жилку в свою дочь.
Она действительно уехала из Петербурга и выполнила одно из своих обещаний. Она стала знаменитой. Одной из самых знаменитых писательниц в Америке 20 века, да и во всем мире. Но в Петербург и в Россию в целом она никогда больше не вернется. Эта площадь, если посмотреть в интернете фотографии и картины начала 20 века, представляется очень красивой, прямо-таки открыточной. В центре этой площади находился памятник Александру Третьему. В народе его этот памятник называют еще «Конь на коне». И Айн Рэнд в 1909 году видела из балкона, на котором жила, как этот памятник открывается. Кроме того, она застала те времена, когда большевики занимались вандализмом. И в частности, стихи Демьяна Бедного были напечатаны на памятнике Александру Третьему, и его поместили в символическую клетку. Вот какие были стихи Демьяна Бедного в 1919 году. «Мой сын и мой отец при жизни казнены». Это как бы говорит Александр Третий. «А я пожал удел посмертного бесславия. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ярмо самодержавия». Когда Алиса вместе с семьей возвращается обратно на Невский 120, они возвращаются уже не в свой дом, потому что и их аптека, и их квартира были национализированы, были отняты большевиками. Они вынуждены поселиться в доме своих родственников-гузурчиков. И в этом смысле очень символично то, что эта площадь видела столько событий, и эти события видела Айн Рэнд. Она видела, как разрушается ее любимый город, она видела, как большевики надругались над одним из памятников, и она видела то, куда нужно двигаться для того, чтобы избавиться от всего этого. Поэтому в 1926 году она принимает решение поехать учиться кинематографу в Чикаго своим родственникам и уже никогда оттуда не возвращается. Это был заранее срежиссированный план. Именно отсюда все и начинается. Вы можете увидеть весь Невский проспект за моей спиной. В романе «Мы живые» Рэнд очень ярко описывает главные места. Конечно же, проспект 25 октября, нынче это Невский проспект, это Аничков мост, это Гороховая улица, дом 2, где находилась НКВД в свое время. Это, конечно же, шпиль Адмиралтейства. Все эти места она хорошо знала. Пройдя по Невскому, можно наблюдать за жизнью Айн Рэнд и за ее творчеством. Ну а еще дальше, справа от меня, если посмотреть от Невского проспекта, вы видите метро «Площадь Восстания». До 1940 года здесь была Знаменская церковь, которую большевики разобрали и сделали на месте этой церкви метро. Вот такое небольшое пространство, этот пятачок, где раньше ходили трамваи, и эти трамваи показывал своей дочке Зиновий, и эти трамваи восхищали Айн Рэнд, потому что были демонстрацией силы человеческого разума и предпринимательства. Она была убеждена, что она добьется не меньшего. И что удивительно, для тех, кто знает будущую биографию Айн Рэнд, эти трамвайные пути были построены крупной американской компанией. И уже здесь она увидела, к чему можно прийти, если строить свою жизнь на принципах разума и свободы. Мы находимся на улице Правды, дом 20. Именно за моей спиной находится это здание. Раньше это была Кабинетская улица. И чем же примечательно это место? Дело в том, что именно в этом здании находилось женское училище, в котором обучалась Алиса Розенбаум. Это гимназия Стоюниной. Стоюнина известна была своими педагогическими подходами, которые прежде всего были ориентированы на воспитание девочек. Это был довольно либеральный подход, хотя ученицы изучали здесь закон Божий. И Стоюнина была подругой Анны Григорьевны Сниткиной, то есть супруги Достоевского. Сама Алиса училась здесь, начиная с 2014 года и до 1918 года, когда она вынуждена была покинуть Петроград и переехать в Крым. С этим зданием и с этим местом связано очень много важных событий в жизни Алисы Розенбаум. Дело в том, что здесь она обрела по-настоящему первого друга. Она здесь познакомилась с Ольгой Набоковой, сестрой
знаменитого писателя Владимира Владимировича Набокова. Вообще эти семьи не только знали друг о друге, но и дружили. Мы точно знаем, что в особняке Набоковых на Большой морской, дом 47, где сейчас находится музей Набокова, Санкт-Петербургского университета, бывала Алиса. Бывала в детстве и жарко спорила по поводу политических вопросов. Она с самого юного возраста интересовалась вопросами политических прав и свобод. Мы знаем, что Владимир Дмитриевич Набоков был видным деятелем партии кадетов, и в этом смысле его мировоззрение передалось не только Владимиру Владимировичу Набокову, но и тем, кто был у них в гостях. Мы знаем, что Айн Рэнд не раз бывала в гостях у Набоковых, и ее лучшей подругой была Ольга. Они учились здесь, в женской гимназии, но удивительным образом здесь могли учиться также и мальчики. Эти мальчики были особого типа, то есть на самом деле очень легендарные личности. В частности, здесь учился Дмитрий Шостакович, и здесь же учился сын Николая Ануфриевича Лосского, знаменитого философа. И интересно, что, по всей видимости, именно здесь, в этом здании, Алиса Розенбаум впервые познакомилась с философией. Вообще с идеями, которые в дальнейшем она сама развила в свою философию объективизма. Потому что одним из преподавателей здесь был знаменитый специалист по Аристотелю, Платону, по античной философии, переводчик Канта Николай Ануфриевич Лосский. Он так же, как Айн Рэнд, вынужденно уехал из России и также работал в США. Так что с этим домом и с этим местом связано очень много важных событий в жизни Алисы Розенбаум. Здесь она училась, здесь она обрела дружбу, здесь она сформировала свои политические взгляды. Отсюда она вынуждена была бежать, когда началась революция. И, по всей видимости, здесь были заложены фундаментальные принципы ее мировоззрения и ее характер. Здесь были талантливые учителя, например, Лесговт, Лосский, многие другие знаменитые педагоги. И именно они привили независимый образ мышления, скептицизм здоровый и стремление к саморазвитию. Эти качества очень ценились в гимназии Стоюниной, и в дальнейшем она стремилась их развить, когда училась в Петроградском университете. Мы находимся с вами у легендарного здания 12 коллегий. Именно в этом месте училась Айн Рэнд. Здесь она училась в Петроградском государственном университете с 1921 года по 1924. Мы знаем, что 24 августа 1921 года она подала документы на общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук. И 2 октября она была зачислена в качестве студентки. Несмотря на все сложности того времени, несмотря на то, что семья Алисы вынуждена была вначале уехать из Петрограда, потом вернуться, потеряв вновь все, но уже в Евпатории, здесь Алиса, наконец, находит себе применение. Она впервые изучает философские труды, хотя огромное количество курсов становится все более и более догматизированными, но все-таки в начале 20-х годов еще оставалась старая профессура, которая не была еще изгнана из университетов. Поэтому за одной партой можно было найти убежденных большевиков и одновременно представителей буржуазной интеллигенции. В этом смысле Алиса была не исключением. Одним из профессоров, который у нее читал курс античной философии и которому она всегда благоволила, был Николай Ануфриевич Лосский. Был распространен среди студентов слух, что он заваливает всех, особенно девушек. И когда Алиса готовилась сдавать ему экзамен, все прочили, что она, как и все остальные, не сможет с первого раза сдать. Но, хотя и попался нелюбимый ей Платон, она ответила на все вопросы. И несколько лукаво Лосский спросил Айн Рэнд: «Вы же думаете не так, как думал Платон, вы же с ним не согласны?» «Да», — сказала Алиса, — «я с ним не согласна». «Тогда можете ли вы изложить свою философию?» Айн Рэнд сказала, что обязательно это сделает, но пока к этому не готова. Сама Рэнд потом вспоминала, что Лосский, услышав ее комментарий, поставил ей «отлично». И здесь она проучилась действительно в течение 3 лет, получила летом 1924 года диплом. Кроме того, что это был важный период для нее
с точки зрения получения образования, она также начала работать в этот период. Она водила экскурсии в Петропавловской крепости и именно в тот период времени осознала, что способна с помощью речи, с помощью аргументов оказывать влияние, в том числе на людей, которые совершенно не склонны были ценить буржуазную науку, буржуазную образованность, потому что водила она экскурсии с обычными представителями, ну, скажем так, даже не среднего класса, а с обычным пролетариатом. В этом смысле это здание и это место уникально. Здесь Айн Рэнд познакомилась с философией, здесь она изучала экономику. Иосиф Михайлович Кулишер читал ей курс по политической экономии, поставил в ноябре 1922 года зачет. Здесь же в свое время преподавал Дмитрий Иванович Менделеев, многие другие знаменитые ученые. Сама же Айн Рэнд выбрала в качестве специализации историю. У нее был вариант специализироваться на философии или на других областях, в частности, на советской литературе. Она решила, что ей пригодится знание истории. И одно из первых ее увлечений и сфер интересов – это была средневековая история Франции. Первый роман, который она не закончила, был посвящен средневековой Франции, где так же, как и в остальных ее произведениях, сталкиваются благородство и низость, творец и тот, кто на нем паразитирует. Так что здесь зарождались непосредственно идеи, которые были воплощены Айн Рэнд в дальнейшем, после ее эмиграции в США. Мы находимся с вами в месте любви. Об этом можно сказать и в буквальном смысле, и в фигуральном. С одной стороны, здесь, в школе экранных искусств, училась Алиса Розенбаум, получая второе образование. В 1924 году она закончила уже Ленинградский университет и приняла решение учиться на специалиста по кино. И именно в этом здании, на улице Чайковского, 28, тогда она называлась Сергиевская, 28, Айн Рэнд впервые полюбила то искусство, без которого она не могла себя мыслить, а именно киноискусство. Именно обучаясь здесь в 24-м и в 25-х годах, она написала свои две первые книги, и обе эти книги были написаны на русском языке. И вышли тогда же, в 1925 и 26 годах. То есть это было место любви с профессиональной точки зрения. Потому что, выходя вот этому окну, вы можете увидеть его за моей спиной, она смотрела на улицу, слушая внутри в прекрасном убранстве музыку, просматривая выдающиеся американские фильмы. Она признавалась позже, что именно тогда поняла смысл и радость жизни, которая состояла не в том, чтобы служить другим, а в том, чтобы получить наслаждение от жизни. И это место лучше всего иллюстрирует ее любовь к жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны отметить уникальность этого места, потому что главные герои Кира и Лео романа Айн Рэнд «Мы живые» жили именно в этом доме. Это вымышленные персонажи, но тем не менее Кира поместила своих альтер-эго и предмет любви именно в этот дом. Именно здесь все и происходило. В особняке Кельха, который сам был порожден довольно интересной историей, связанной с любовью. Поэтому мне кажется очень важным и интересным отметить, что именно здесь Айн Рэнд прониклась киноискусством, и дальнейшее ее творчество, написание сценариев, эмиграция в США, подготовка романов, в частности «Источник» и «Атлант расправил плечи», фактически была инспирирована ее любовью к кинематографу. И обучение в этом месте на Чайковского, 28, сделала Айн Рэнд великим писателем и человеком, который повлиял на кинематограф. Мы находимся на еврейском Преображенском кладбище. Именно с этим связано очень много событий в биографии Айн Рэнд. Здесь находится могила ее родителей, отца Зиновия Захаровича Розенбаума и ее матери Анны Борисовны в девичестве Каплан. Именно с жизнью этих двух людей связано то, что в дальнейшем определило и характер, и философию самой Айн Рэнд. Если мы посмотрим на ее отношения с родителями, мы многое сможем понять о том, почему она стала именно такой личностью, почему она стала писателем, почему она стала отстаивать принципы индивидуализма и капитализма.
Дело в том, что это была еврейская семья, хотя не ортодоксально еврейская. Отец Зиновий приехал в Петербург из Брест-Литовска. И по некоторым сведениям он родился в 1869 году. А его будущая супруга Анна Борисовна, или тогда Ханна Каплан, родилась в Петербурге в 1880 году. Ее отец Зиновий вначале был провизором, потом управляющим аптеки, потом хозяином аптеки и в Петербурге, и в Евпатории, потом в Петрограде. У него несколько раз отнимали его бизнес. И, видимо, наблюдение за его жизнью сделало Айн Рэнд сторонницей частной собственности, прав индивида и того, что сейчас называют западными ценностями. И характер, особенно связанный с политическими ее взглядами, очевидно заимствован Айн Рэнд у отца Зиновия. Но все отмечали, и в том числе сестры Айн Рэнд, что он был хоть и человеком образованным, очень ярким, красивым, высоким, он, тем не менее, по характеру был довольно слабым. И в этом смысле главную роль в семье играла Ханна, или Анна Борисовна, которую вспоминает и Алиса, и ее сестра Нора как семейного диктатора, как диктатора дома, который фактически запрещала девочкам одевать то, что они хотят, слушать ту музыку, которая им нравится, не давала им пить чай, считая, что этот напиток могут пить только взрослые. И даже еще совсем юной Алисе она сломала ногу у куклы, чтобы продемонстрировать то, как она должна себя вести. Фактически мать для Алисы была всегда неким контрпримером. Она всегда хотела избавиться от этого диктата. Еще в детстве решила, что она будет делать то, что она хочет. Пить чай, когда она захочет, танцевать, когда она захочет, жить своей собственной жизнью. Айн Рэнд, как известно, уехала из тогда Ленинграда в январе 1926 года. А ее родители остались в городе. Им пришлось подстраиваться под политическую систему. Они никогда не смогли достичь той жизни, которая была у них до революции. Это была очень богатая еврейская семья. Фактически у них была квартира в самом центре Петербурга на Невском проспекте 120. Они потеряли все это и влачили, в общем, жалкое существование. Закончилось все тем, что в 1939 году вначале скончался Зиновий собственной смертью, в 1941 году скончалась его супруга. Скорее всего, Айн Рэнд, тогда находясь в США, ничего не знала об этих событиях. Ее сестра Наташа, оставшаяся в Ленинграде, погибла во время блокады Ленинграда, прогуливаясь в летнем саду. Мы находимся с вами действительно в уникальном месте. Вы видите, насколько оно заросло и не очень презентабельно. Это один из поводов отметить, что Айн Рэнд – это хоть и всемирно известная писательница, и ее родители должны быть не менее известны, чем она, по крайней мере, для тех, кто интересуется ее творчеством, мы видим, что нужно больше делать для поддержания в порядке и могил ее родителей, и для проведения большего количества мероприятий в ее родном городе, и в городе, который она любила, которому она посвятила свой первый роман «Мы живые». Во многом роман автобиографический. Поэтому, находясь на этом месте, с одной стороны, мы должны отдать память ее родителям, признать огромное влияние на ее характер, особенно на политические взгляды. Отец очень сильно повлиял на нее своими индивидуалистическими, прозападными, либеральными взглядами. Но и, видимо, характер, такой боевой характер, она получила от своей матери. И получается, благодаря синтезу ума и воли, Айн Рэнд стала той личностью, которая пробивала все стены, которая открывала даже те двери, у которых не было никаких ключей, и достигала своих целей. Поехав в Америку, не зная как следует даже английского языка, она стала фактически символом английской литературы, англоязычной литературы, будучи американкой. И в этом смысле очень важно знать о ее корнях, знать о том, что делала Айн Рэнд и ее родители в ее родном городе Петербурге. Мы находимся на могиле дедушки и бабушки Алисы Розенбаум.
Это бабушка и дедушка по материнской линии. Мы знаем, что и по отцовской, и по материнской линии этот род идет от Брест-Литовска. Давайте посмотрим, кто же здесь покоится. Сара Абрамовна скончалась в июне 1918 года. Борис Исакович Каплан скончался в марте 1930 года. И папа и мама Ханны, Ильяны Борисовны, сыграли большую роль, в том числе и в жизни Алисы Розенбаум. Дело в том, что она часто бывала у них в гостях на Невском проспекте. Она впервые заинтересовалась музыкой, посещая их. И, собственно, наблюдение за дедом, который также занимался коммерцией, видимо, вызывало в Алисе неподдельный интерес, уважение и восхищение. Есть разные версии о том, как познакомились родители Айн Рэнд. Дело в том, что родители и самого Зиновия, и Анны были из Брест-Литовска, и одна из версий, которая предлагается в книге Никифоровой и Кизилова, состоит в том, что они были знакомы уже тогда. И решение о браке было принято еще до приезда Зиновия в Петербург. Но эту версию никак подтвердить или опровергнуть не получается. Есть другая версия, также которую невозможно опровергнуть или подтвердить на данный момент, что они познакомились уже находясь в Петербурге. И дед был, несомненно, тем, кого принято называть self-made man, то есть человеком, который сделал себя с нуля. И отец Зиновий был таким же человеком. Так что, несомненно, предпринимательская жилка, любовь к индивидуализму идет у Айн Рэнд от ее родителей и от ее бабушки и дедушки, на могиле которых мы с вами сейчас находимся. Раньше это был Санкт-Петербург. Война сделала его Петроградом. Революция сделала его Ленинградом. Петроград нетороплив, но и не ленив. Он грациозен и размерен, как приличествует размаху его огромных улиц. Этот город широко и привольно раскинулся среди болот и хвойных чащоб. Его площади напоминают вымощенные гранитом поля, а ширина его улиц не уступает притокам Невы, величайшей из рек, когда-либо пересекавших великие города. Жители Петрограда иногда задаются вопросом, какая же сила удерживает их в этом городе? Во время долгой зимы они проклинают грязь и камень и жаждут свежести хвойных лесов. Весной они бегут из города, словно от ненавистной мачехи, к зеленой траве, к песку, в блистающие столицы Европы. Но осенью, словно к непобедимому господину, возвращаются они в Петербург, изголодавшиеся по просторным улицам, грохочущим трамваем и холодным булыжным мостовым. Спокойные, отдохнувшие, словно жизнь начинается заново. Петербург, говорят горожане, это единственный город. Мы живые, Айн Рэнд.